Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня покажу, во-первых, как обтянуть шар бархатом, во-вторых, покажу обработку под филигрань, я еще не решила, какая будет, и под лепнину. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для работы я буду использовать вот такие круглые пластиковые шары, и диаметр у меня 8 сантиметров. Мне также понадобится лента для петельки, у меня 3 миллиметра, и я использую 20 сантиметров. Лента с петельками, колпачок. Меня часто спрашивают, какого диаметра. Колпачок получается у нас 10 миллиметров. Буду использовать ленту с петельками. Если нету, можно использовать простую ленту 5 миллиметров. И, конечно же, бархат. Как же я могла забыть? У меня бархат хорошо тянется и почти без ворса. И сегодня мы будем делать вот такой вариант обтягивания. Покажу, как все затянуть, ну и, конечно, как все обработать. Тут я еще не закончила. Я беру ленточку, складываю красивой петлей, вот, чтобы у нас красивая петля получилась, и одеваю в колпачок. Сейчас я начала снимать, очень подробные уроки, чтобы потом к этому не возвращаться, так как получилось у меня много новичков. И вот вы видите, я делаю узелок. Завязываю, можно даже прижечь. И вот что получается. Для затягивания я использую обыкновенную нитку и складываю в несколько раз. В прошлый раз меня спросили, во сколько раз складываю. Вот сейчас покажу. Один раз. Просто перегибаю вот тут. Второй раз. Обычно я делаю это 5 раз. Так, третий раз. И у нас получается вот такая крепкая нитка. В одно сложение у меня она все время рвется, так как я сильно затягиваю. И вот у нас готовая нить. Можно использовать ленту. Как закрепить вешалку? Узелок опускаем в игрушку. Берем вешалку саму и одеваем вовнутрь. Так, и сейчас скажу, как приклеить. Я всегда приклеиваю горячим клеем колпачки. Если у вас декор будет вот так посередине, то вешалку располагаем вот так ровненько. Если у вас вот такой декор будет с 4 сторон, то вешалку надо повернуть вот так под 45 градусов. Вот вы видите, чтобы у нас получилось, что вот ровно будет вешалка напротив декора. А если вы сделаете ровно, то она попадет прямо на вот эту ленту. Именно эти шары у меня здесь будет лепнина и декор вот по этим вот, где место склейки. Поэтому я подклеиваю ровно. Я вот так отодвигаю, наношу туда клей, достаточно много, и опускаю. Даю закрепиться. Я беру заготовку, бархат не отрезаю, и вот вы видите, здесь кажется, что не хватит, но этого вполне хватит, так как все это можно натянуть. И вот я беру, я сейчас уже не разрезаю, а прямо вот так вот. Вот вы видите, здесь тоже вроде бы не хватает, но все это дело можно натянуть, и все хватит. Вот сделаю складочки побольше сначала. У меня уже это все на автомате. Многие говорят, что так много бархата уходит. Я стараюсь один край вообще натягивать вплотную, поэтому не так много и уходит. Вот я все держу. Беру нить, одной рукой один край держу, а второй вот так сильно-сильно затягиваю. Затянула и завязываю, 2 узелка как минимум. Вот вы видите, по краям у меня тут бархат, можно сказать, вплотную. Но я его сейчас натяну, и мне вполне вот этого хватит. И вот сейчас все эти складочки я вот так аккуратненько все натягиваю, прорабатываю. Вот они. Видите, все они начинают уходить. И по кругу все это затягиваем. Если у вас случилась вот такая беда, и вы случайно вытащили вот один край вешалки, мы просто берем вот так, натягиваем все и пинцетом все туда. Вот, все. И начинаем дальше работать. Все утягиваем.
Один раз я все обработала, сейчас затягиваю сильно и завязываю еще узелки. И проработаю еще один ряд. Мне обычно 2 раза хватает, поэтому я лишнее отрезаю, сразу выкидываю ниточку и прорабатываю еще раз. И вот вы видите, как все вот эти складочки, они все уходят наверх. И прорабатываем по всему диаметру. Теперь лишнее я отрезаю с одной стороны. И вот эти остатки, которые у меня здесь остаются, я их не выкидываю. Я когда делаю цветы, я делаю листики из них или еще что-нибудь. Или лепестки для самих цветов. И вот что у нас получается. Так, это мне нужно откладываю. Здесь главное не отрезать вешалку, иначе вся ваша работа на смарку. Немного отрезаем, чтобы по минимуму, так, самые большие отрезки. Теперь я беру ножницы и вот так ровненько, не под углом, а именно вот где у нас... вот этот вот колпачок, именно по основанию колпачка вот так все подрезаю. Теперь аккуратненько, тоже не под углом, ножницы ровно. Все вот так понемногу подрезаем. Тут не надо спешить. Снова смотрю, где у меня что. Вот прямо так повернула, чтобы я видела, что все у меня ровно подрезается. И вот так понемногу все обрабатываем. Теперь я беру зажигалку, отодвигаю вешалку и вот так вот подогреваю и прижимаю вот это вот все, что у нас тут. И вот вы видите, как получается ровно. Вот такая стеночка получается. Так, моя зажигалка перестала работать. Вот. Так, вот так. И все вот так обрабатываем. Если нам кажется, что что-то еще торчит, верхнюю часть вот так обрезаем. Еще раз все проходим. Да что ж такое? Вот. И немного по верху создаем ровную пластину. И вот что у нас получается. Вот здесь у меня шары, которые будут на 4 части разделены, а здесь на 2 части. Это, вы помните, я вам говорила про вешалку, чтобы здесь получалась вешалка посередине декора. И здесь так же само. И обязательно, чтобы потом не искать или не запутаться, лучше разделить. И сейчас будем приклеивать ленту. На некоторых шарах не видно вот этой склеивающей, где 2 половинки склеились, но я тут вижу, и первую ленту мы подклеиваем именно по вот этой вот склейке. Я примеряю, оставляю здесь 3-4 миллиметра. Вот, и чтобы уже для надежности у меня было все ровно, я подклеиваю, извините, отмечаю иголочками. В бархате можно насквозь. Вы помните, что я показывала на другой ткани, на сатине или на шелке, тогда мы просто вот так подкалываем, насквозь не делаем. И я беру подставку, чтобы мне было удобно. Клей. Для этого я использую универсальный клей. Можно использовать горячий клей, кому как удобно. И наношу совсем немного, я имею в виду тут 1,5 сантиметра, чтобы подклеить именно к верхушке. Вот у меня. Вот пальчиком отмечаю, все ровно выкладываю. И затем еще вот так пинцетом дать закрепиться вот этой ленте вот на верхушке. Затем я переворачиваю шар, устанавливаю, чтобы мне было удобно работать. И также наношу клей. И носиком его растягиваю. Я сейчас буду делать вот такие подробные уроки, а затем сделаю отдельный плейлист, где будут обработка всех заготовок. Вот, даю закрепиться, придерживаю пальчиком, снова примеряю, беру эти же иголочки, вот так подкалываю, и у меня получится все ровно, так как у меня заколото, и я знаю, что у меня лента будет проходить между вот этими иголочками. Вот так же наношу клей. И вот так. И продолжаю работу. Здесь я вымеряю, сколько мне надо. Вот.
Обрабатываю огнем. Так, смотрю, чтобы все у меня было ровно. Снова подкалываю. И уже наношу клей и окончательно подклеиваю эту ленту. Вот так все ровненько. И вот здесь даем закрепиться. Это у меня шары, где здесь будет лепнина. Откладываю. Как делать, вот если у вас вот такой декор крест-накрест. Первую мы подклеиваем по линии склеивания. Так, обрабатываем огнем. И вторую мы подклеиваем по 90 градусов. Также вот здесь оставляем место. Так, здесь мне чуть не нравится лента. Она, хотя можно ее вот так, да. Вот, а то вот тут согнулась чуть-чуть. Вымеряем все. Вот, снова берем иголочки. Если нас все устраивает, все у нас ровно, вот так берем иголочки. И сначала подклеиваем вверх. Так, обязательно размазываем, если вы нанесли много клея. Вот, я подклеиваю вот здесь верхушку, вымеряю сразу, даю закрепиться. Снова устанавливаю игрушку так, чтобы мне заготовку, чтобы мне было удобно работать. Наношу клей и подклеиваю. Вот. Если вы пришиваете кисточку, то вот эту середину лучше не подклеивать, иначе вам придется иголочкой через этот клей проходить. Я не подклеиваю, не будет у меня в этой игрушке кисточек, поэтому я подклеиваю полностью. Вот, выровняла. Так, чуть-чуть криво. Вот, вот, вот. Вот так. У меня, конечно, глаз наметан, но в любом случае я тоже использую иголочки. Ну и продолжаем работу. Верхушку можно обрабатывать как лентой с петельками, так и простой. Простой даже получается более ровно. И я просто беру, наношу клей и подклеиваю. Немного натягиваю, чтобы сделать вот эту верхушку как можно меньше. Так, надавила много клея, он вытек чуть-чуть. Вот. И все вот так утягиваем. Конечно же, лишнее подрезаем. Так, еще не подрезаю. Вот. Все совмещаем. Подрезаю, обжигаю и подклеиваю уже. Так, у меня стоит на горячем режиме, сейчас надо переключить. И вот так вот подклеиваю. Обрабатываю как эти, так и эти. Здесь все одинаково. Декорировать я буду вот такими розовыми стразами в золоте. И прежде чем декорировать верх, еще раз проверяю, все ли у меня здесь ровно лежит. Вот, чтобы у нас прямо ровная платформа была. Если ее не будет, затем, когда мы будем декорировать, у нас все это будет вверх-вниз плыть. Поэтому все вот так вот выравниваем. Все должно быть идеально. Теперь я вымеряю, сколько мне нужно цепочки для верха, и вырезаю таких 3 полоски. Каждую отдельно я не вымеряю, вот так прикладываю и подрезаю. Вот так пальчиками. И теперь склеиваю 3 цепочки вместе. Можно не склеивать, но мне так удобнее работать. Я потом хватаю пинцетом и сразу все 3 накладываю на макушку и подклеиваю. Вот я уложила рядом. Теперь пододвигаю их и все выравниваю. И даю закрепиться. Беру клей и подклеиваю. Лучше, конечно, если это будет на месте, где бантик. Вот у меня здесь передняя сторона, поэтому
И сразу там я подклею, чтобы уже ничего нигде не отвалилось. Я наношу достаточно много клея. Вот вы видите, такой прямо слой. 3 секунды даю закрепиться. Ну, 4-5. Клей все равно так быстро не схватывается. Вот я даже успею все закрыть. И вот у меня эта сторона лицевая. Теперь я пинцетом беру свои 3 цепочки и вот так укладываю сюда посередине. И вот так прохожу. И все одним махом все подклеиваю. Вот совмещаю здесь все. Так, все выравниваю. Если надо, клей добавляю. Вот сейчас отодвину вот эти цепочки, чтобы нанести больше клея. Вот я вижу, что тут у меня не все склеилось. Беру аппликатор. Так, и вот сюда наношу клей, чтобы склеить все края. Вот, достаточно много. Хоть там будет бантик, но в любом случае надо, чтобы все склеилось. И теперь все совмещаю ровненько. И все края подклеиваю. Вот так можно даже зажать. И да, закрепиться. Вот я последние 2 звена, вот эти прямо вот так пинцетом придерживаю. И все должно закрепиться. И посмотрите, как у нас все ровно, красиво получается. Теперь я беру 2 конца цепочки и также подклеиваю вместе. Я не подрезаю цепочку где-то, а просто вот из этой вот кучки беру 2 конца и также подклеиваю вместе. Это у меня будет идти по стразовой цепочке. Вот так пододвигаю, выравниваю и даю закрепиться. Теперь я беру клей. Здесь все равно с какой стороны работать, где вам удобнее. И наношу вот на ленту и сюда немного к краю, к макушке. Беру цепочку и накладываю. Примерно 1 миллиметр оставляю. И теперь пододвигаю, чтобы клей подвинулся вот к цепочке и все подклеилось. Все выравниваю и даю закрепиться. Теперь я раздвигаю цепочки, снова беру клей и наношу на ленту. Многие говорят, зачем клеить ленту, можно цепочку без ленты. Да, можно, но клей такая штука, может растечься, и если попадет особенно на бархат, то его убрать очень трудно. Вот сейчас укладываю на края цепочку. Вы видите, у меня получается между цепочками зазор. Теперь я пальчиком вот так пододвигаю. Что это дает? Это склеивает 2 цепочки вместе, и клей затягивает в середину. Нигде вот здесь клея нету. Поворачиваю, так, пальчиком выравниваю, если где-то что-то криво. Снова укладываю, чтобы мне было удобно держать цепочку и сам шар. И дальше наношу клей. Снова вот так вот, достаточно много наношу клея. Укладываю цепочку по краю. И теперь пальчиками вот так все пододвигаю. И продолжаю работу. Вторые цепочки начинаем подклеивать снизу. И именно снизу. Сверху мы там можем подогнать что-то, а снизу у нас должно быть все красиво. И вот наношу сюда на боковинку цепочки. Беру свои 2 цепочки. Вот так укладываю. Оставляю 1 миллиметр и теперь пододвигаю. Вот. И также даю закрепиться. И продолжаем работу так же, как мы подклеивали 2 остальные стороны. Наношу клей, укладываю цепочку и пододвигаю. И все края склеиваем у макушки. Также работаем со второй стороны. И вот такие заготовки у меня получились. Это будет декор филигранью, а здесь будет лепнина.
Сейчас снимаю подробные уроки, чтобы сделать отдельный плейлист по всем заготовкам, как обработать бархатом, сатином и другие материалы. Ну что ж, а на сегодня все. Надеюсь, урок понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. И, конечно, продолжение следует. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.